Так, что нам понадобится? Курица, лучок, морковка, перец горошком, лавровый лист, укроп, чеснок, ну и приправки. Они соленые, так что бульон особо солить не надо, обычной солью. Ну что, понеслась? Все, закидываем в холодную воду на средний огонь. Прикрываем, не закрываем, иначе убежит. Все, ждем, пока закипит до пены, ничего больше не бросаем. Так, вот у нас закипает. Вот у нас пена поднимается. Все, убираем пенку. Все, убирать не стоит. Сколько уберется, столько уберется. Ждем, когда еще поднимется. Вода еще не закипела, но уже все практически. Все, убираем всю эту дребедень. Даем чуть-чуть еще повариться буквально, чтобы еще раз пена поднялась. Ну вот, бульон практически чистый. Все, оно чуть-чуть поднялось, убрали всю пену и начинаем закидывать прям целиком луковицу, морковку неприличных размеров, естественно чищенную, ну и приправки тут: перец горошком, лавровый лист, приправа для стейков. Она немножко крупненькая, нормально, как раз. Она немножко остренькая, так что это уже там по желанию. Все, убавляем огонь на такой чуть ниже среднего. Все, прикрываем и следим, чтобы не убежало. Буквально сейчас начнет закипать. Если что, так убавить. Значит, пока вся эта байда варится, нарезаем чесночок, смешиваем с укропом, готовим для следующего этапа. Почему резать, а не давить? Он так сок не будет выделять, чеснок. Ну вот, порезали. Все, и смешиваем с укропом. И пока оставляем. Ну вот, закипело у нас. Если какая-то пенка, можно убрать чуть-чуть. Все, убавляем и на слабеньком огне. Так, потихонечку пусть булькает. Короче, оставляем на часок. На 40 минут, часок. Так. Все, ждем. Так, прошло 40 минут где-то. Проварилась. Так, что у нас тут с морковкой? Морковка готова. Вытаскиваем ее. Вытаскиваем морковку. И даем ей остыть. А остальное пусть пока варится потихоньку. Итак, морковка остыла. Крошим ее и смешиваем с укропом и чесноком. Бульон пока варится. Ну что, прошел час. Все, морковку мы покрошили, смешали с чесноком, укропом.
Сейчас из самого бульона вынимаем мясо. Вот. Лук вареный. Кто хочет, может его употреблять. Хоть с повидлом, хоть с медом. Мы его просто выбрасываем. Все, бульон процеживаем и оставляем остывать. В принципе, в целом уже бульон готов. Можно его или так пить, или куда-то добавлять, или на нем что-то там готовить. Все. Сейчас осталось процедить, и все. Я сделаю продолжение небольшое. Как остынет бульон, покажу дальше. Итак, бульончик процедили. Вся требуха в ситечке. Все, в принципе, сейчас перелью, покажу, что в итоге получилось. Все, дальше только ваша фантазия. Вот я перелил, чтобы было видно. Вот такой вот бульончик у нас получился. Запах, конечно, душистый, классный. Жалко, камера не передает. Так что приятного аппетита. Ну и в продолжение о бульоне. Значит, вот у меня такие формочки из фольги. Вот эта смесь у нас укроп, чеснок, вареная морковка. Сейчас раскладываем по всем этим формочкам и заливаем бульоном. Заливаем бульоном и в морозилку. Дальше покажу, что я с этим делаю. Итак, разложили по формочкам смесь. Здесь где-то в каждой порции по 2 чайные ложки смеси. Все, и аккуратненько заливаем бульоном. Ну вот, разлили по формочкам бульон. Вот такая вот канитель получилась. Все, он еще теплый. Сейчас остынет до комнатной температуры и поставим его в морозилку. И все. Итак, что у нас получается? Когда мы эти порции заморозим, когда вы захотели супчика, пожалуйста. Здесь у нас одно яйцо, курица, которую мы варили для бульона. Это у нас отруби пшеничные, где-то 1,5 ложки столовых. И льняное семя молотое, столовая ложка где-то. Это сыр. Итак, а это у меня из прошлых запасов. Вот эта форма замороженная. Все, кидаем ее в тарелку. Не хватает, конечно, тут зелени, чеснока. Это у меня там остатки были. Все, замороженная форма. Туда добавляем в тарелку все наши накрошенные ингредиенты, кроме сыра. А чтоб наверняка, вот эту порцию я положил в кастрюльку. Чуть-чуть на медленном огне. Сейчас этот кубик бульона растает. И все. Растает и будет нормальной температуры. И все, и будем пробовать. Ну вот, прошло минут 5. Все растаяло, подогрелось. Вот такой вот у нас супчик. Вот так. Сырок. И сметанки.
густоте. Просто супер бомба. Всё. Приятного аппетита. Бон аппетит.